Привет, с вами Корней, а это наш гомункул. Как видите, он находится в водной среде и, судя по всему, прекрасно там себя чувствует. Вначале он у меня находился в контейнере, и слизь, которая его покрывала, стала подсыхать. И даже его тельце стало уменьшаться. Судя по всему, он начал терять влагу. Это вызвало во мне беспокойство, я поместил его в воду и, судя по всему, поступил правильно, потому что похоже, что вода является для него наиболее благоприятной средой. Он эту воду, правда, все время портит, она мутнеет, менять ее бесполезно, потому что она в самом скором времени снова становится мутной. Я предполагаю, что, возможно, гомункул каким-то образом создает для себя благоприятную среду. Когда он у меня начал находиться в воде, я уже перестал беспокоиться о том, что вот он может быстро погибнуть. Конечно, возник вопрос о его питании. Алхимики пишут, чаще всего пишут, что гомункулов следует кормить кровью и молоком. Но в воде это было бы затруднительно. А почему алхимики так пишут? Я предполагаю, что это связано с тем, что гомункулы, скорее всего, бывают разными. И, наверное, для некоторых гомункулов такое питание является естественным. В конце концов, мой первый гомункул тоже имел совершенно иное строение тела, чем этот. И, может быть, гомункулы могут быть самых разных форм, которые мне, например, до сих пор неизвестны. Поскольку кровью и молоком кормить его было затруднительно, я решил добавить в воду сахар. Это первое, что мне пришло на ум. Похоже, я сделал правильно, потому что гомункул после этого стал видоизменяться. Он как будто бы чуть-чуть подрос. В этом я на 100% не уверен. Он стал менее подвижен, как будто бы более ленив, что ли. А из его рта появился вот этот отросток. Из рта я говорю условно, скажем, из отверстия, которое можно посчитать ртом, появился отросток. Отросток этот как раз-таки очень даже подвижен. Видно, что сама полость рта заполнена какой-то слизью. Кстати, этой же слизью покрытый сам гомункул. Возможно, вы видите такие вот белесые участки на его теле. Однако мне кажется, что кормление исключительно сахаром не может быть правильным, потому что сахар – это углеводы, это только энергия. Сахар практически непригоден для того, чтобы организм рос. По поводу того, чем кормить гомункула, а мне, естественно, хотелось бы кормить его чем-то дополнительно. Так вот, по этому поводу поступают разные советы. Говорят, корми молоком, корми кровью. Как я уже сказал, в данном случае это сложно сделать. Говорят, корми семенем и даже мясом. Я не знаю, я пока думаю. Может быть, вы дадите мне какой-то совет, который окажется полезным. А за метаморфозами гомункула, за его изменениями, которые, скорее всего, связаны с тем, что он старается лучше приспособиться к окружающей его среде. Так вот, за этими изменениями мы будем следить вместе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.